Всем привет, меня зовут Оля, я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет необычное, потому что я таких видео никогда не снимала, но у меня недавно была какая-то, не знаю, как это назвать, одержимость или что-то в таком роде, торнадо. Смерчами, торнадо, всем вот этим делом. У меня случилась, в общем, своего рода гиперфиксация на торнадо, и я решила сделать поэтому видео «Айсберг про торнадо». И я нашла вот этот айсберг. Сегодняшнее видео будет про самые жуткие, самые очень жуткие, напряженные видеозаписи, связанные с торнадо. Если вы не знаете, что такое айсберг, то суть в том, что на самом верху находятся самые такие нормальные, забавные, не напряженные, и чем ниже мы спускаемся, тем более жесткие, страшные видеозаписи, связанные с торнадо, будут. Итак, начинаем. Итак, поехали. Самое первое видео во всем торнадо футаже, в видеозаписях торнадо, это собака, которая уничтожает торнадо, наступив на него. И я не знаю, видели ли вы такое, было ли у вас такое, но у меня в детстве был дом со внутренним двором, и там постоянно маленькая торнадо внутри крутилась, и мы всегда с этого угорали, там какой-нибудь фантик поднимется и летает. Это всегда было очень прикольно. Вот такое вот видео, первое. Это видео уже немножко такое, типа, напряженненькое. Суть в том, что дети записывали видео в то время, как началось торнадо, предупреждение торнадо, и родители прибежали, схватили детей и убежали в подвал спрятаться от этого торнадо. Holy crap, Dad, it's like blowing. Downstairs, move it. Go downstairs. Мне кажется, что это достаточно напряженное, достаточно такое, немножечко тревожно это смотреть. Напоминаю вам, что это только верхушка айсберга, хотя вряд ли кто-то с этого испугался. Не знаю, мне стало от этого очень тревожно. Следующее видео, вот это видео, и, скорее всего, вы видели его где-то, не знаю, оно очень популярное, может быть, в ТикТоке кто-то его видел или еще что-то. Суть в том, что, типа, этот чел ехал по полю, и там был торнадо, он побежал туда, к нему, и такой, о, какое огромное торнадо, он кричит то, что вот, какое огромное торнадо, и все такое. Но на одном YouTube-канале один человек, который, именно вот один из этих YouTube-каналов, который только про торнадо, он там сказал про то, что это видео, это CGI, и это не настоящее видео. Но у этого видео реально вайбы настоящего видео. Не знаю, почему, смотря это видео, думаю, что как будто, да, это настоящее видео. А, кстати, еще это видео стало мемом. Но я не нашла нигде, я гуглила и нигде не нашла доказательств того, что это не настоящее видео. И хоть он так и говорит, то, что это видео не настоящее. The video is not actually real. It was made using CGI, but it went viral back in 2014. Но я нигде не нашла, чтобы было прям написано, что это не настоящее, что в нем не настоящего, и как оно сделано, и все такое. Даже в комментариях к этому видео там не написано ничего, не знаю. Но я думаю, что, скорее всего, реально это видео не настоящее, потому что, не знаю, выглядит не по-настоящему. Следующее видео, оно, в принципе, довольно забавное, наверное, но тоже как-то тревожно, потому что даже это небольшое торнадо выглядит так, будто бы оно может стать огромным торнадо, которое уничтожит вообще все. И я не знаю, я так рада, то, что в регионе, в котором я обитаю, не возится торнадо, потому что, не знаю, я боюсь дождя, на самом деле, я боюсь дождя, и если бы там, где я живу, происходили периодические торнадо, я бы тут не жила, клянусь, это ужасно. Но если бы я увидела такое торнадо, может быть, я бы тоже попробовала забежать в него, потому что оно явно не настолько большое и мощное, чтобы подхватить человека в воздух или вообще нанести какой-то вред. Я думаю, я бы попробовала забежать в это торнадо, потому что это выглядит довольно прикольно. Это видео очень орное, потому что реально странно. Но суть в том, что оно называется «Кресло Вергилия». Virgil's Chair. Короче, суть в том, что
Это видеозапись с камеры видеонаблюдения, и во время того, как был торнадо, этот стул не сдвинулся с места. Это очень смешно. И странно, почему это произошло, почему он тоже не подлетел, потому что там явно все сносило, и заставляет задуматься над тем, что ты не хочешь сидеть на этом кресле, пока все это происходит вокруг тебя. Типа тоже видео в категории мемов, потому что это мем. Написано «Торнадо, спасибо за то, что отстроил город за секунды». И суть в том, что это перемотка видео, где торнадо разрушает город, но перемотка назад, что как будто бы все встало на свои места. Окей, мы прошли первый уровень, мемный, больше ничего смешного не будет. Здесь начинается начало страха. Эта видеозапись, это съемка с камеры видеонаблюдения, которая установлена на чем-то доме. Это торнадо в Луизиане, которое произошло в 2017 году. И здесь ничего такого стрёмного нет, это просто какое-то либо начало, либо что-то, торнадо мимо проходило, и там просто пролетели какие-то куски чего-то, что-то упало. По сути, в духе очень сильного ветра. Но это торнадо. Это видео довольно стрёмное, но оно стрёмное, потому что этот мужчина упал. Суть в том, что этот мужчина упал, я посмотрела несколько раз это видео, он упал, это никак не связано с торнадо или штормом, почему он упал? Он упал, потому что он просто оступился, и поэтому он упал. Самое начинается стрёмное, это то, что начал дуть такой сильный ветер, а он решил то, что к черту все это, и пойду домой спрячусь. Но я все не могу перестать думать о том, что он оставил багажник машины открытый, и вообще... Ну ладно, эти горшки, которые уронил, окей, но он оставил багажник машины открытый, почему? Хотя, не знаю, может быть, было опасно возвращаться к машине, когда такой сильный ветер, но вряд ли его бы прям сдуло, он выглядит довольно весомым, этот мужчина, по весу. В общем, вот такое видео. Это видео — это самое раннее известное, ну, по крайней мере, как в этом айсберге написано, я эту информацию не перепроверяла, но это, по идее, самая ранняя видеозапись торнадо, существующая вообще. То есть видео торнадо, которое было снято на видео, самая первая видеозапись из существующих, 1933 год. Учитывая, что это 1933 год, скорее всего, реально это первая запись торнадо. Ну, в общем, я верю этому айсбергу, то, что это самая первая видеозапись. Не знаю, мне просто очень нравятся старые видеозаписи, у них такой свой особый вайб, люди там всегда говорят таким особенным образом, и он говорит о том, что это буквально палец смерти, finger of death, палец смерти и все такое. The actual forming of the tornado that destroyed Santa Cruz del Sur in Cuba. A finger of death pointing from the sky. A finger of death pointing from the sky. A finger of death pointing from the sky. В этом видео суть в том, что начался торнадо и что-то вроде огромного шторма, но по сути это как будто торнадо. И эти люди оказались в центре торнадо, но учитывая, что это гигантская торнадо, то им нужно было уехать, от торнадо, проехать, по сути, в центре торнадо. Видео называется Inside the Tornado, потому что начался вот этот вот шторм, предупреждение о том, что торнадо, все такое, и им все равно нужно было уехать, и, по сути, они проехали прямо через это торнадо огромное, но это, по крайней мере, было не так уж сильно опасно, что-то в духе по видео, по ощущениям, это как будто просто очень сильный ветер с дождем, нету даже... непонятно даже, что это прямо внутри торнадо они находятся, как будто они просто в каком-то шторме. Но, блин, на самом деле нет, это очень жутко выглядит, потому что они едут в машине, и там очень сильный ветер фигачит. И что самое забавное и странное, хотя, наверное, это логично, то, что они едут, соблюдая правила дорожного движения, то есть там горит красное, они стоят, горит там этот и все такое, хотя машин не так много, но правила дорожного движения все еще нужно было соблюдать. Я, конечно, не шарю, у меня даже водительских прав нету, но как будто бы во время такого чрезвычайного происшествия, по идее, могли же включить, вот когда просто оранжевый горит вот так все время, что люди, просто соблюдая осторожность, могут ехать как хотят, как ночью такое включают в городах маленьких. Вот, не знаю, но да, стрёмно. Yeah, this tornado. This tornado. Tornado right here. Oh, dude, look right here. Oh, now it's coming towards us. Now it's coming towards us. It's right here. Behind us.
Yeah, we're the tornado. Но это уже, как по мне, абсолютно ужасающая видеозапись. Если бы я увидела такое в реальной жизни, я не знаю, блин, я бы точно там не жила. Но в Техасе вроде постоянно происходят такие торнадо, особенно в больших полях. И просто это даже в «Интерстелларе» было, помните, где люди просто такие сидят возле своего домика на лавке и смотрят, как на поле там всякие торнадо летают и все такое. Ну, блин, это вообще очень стрёмно, потому что там маленький торнадо ходит вокруг и огромная торнадо просто там где-то посреди поля, и они просто это снимают. И я не знаю, это просто ужасно, страшно выглядит. Я не знаю, я бы ни за что в жизни не хотела увидеть торнадо. Хотя и я нахожу их... Это слово по-русски вообще будет. Fascinating. Обворожительный. Пленительный. Но это видеозапись ноября 1991 года из Техаса, и не то чтобы это прям обычное дело, такие торнадо, но это происходит довольно часто. Но по сравнению... Не знаю, блин, у нас такого никогда не было и не будет, потому что у нас не та... Хотя, не знаю, блин, интересно будет посмотреть потом еще торнадо из России. Какой-нибудь айсберг. Я не думаю, что такой айсберг существует. Может быть, я сделаю айсберг видеозаписи со всеми торнадо, которые были в России. Не знаю, были ли какие-то в России торнадо или нет. It's starting to fizzle out now. It's gone. It's gone. What disappeared in there? It's sucking back. Мы спускаемся еще ниже по нашему айсбергу, и теперь будут видеозаписи еще более напряженные. Итак, первая видеозапись — это видеозапись, как люди сидели в машине, и просто были облака, очень большие кучевые облака, и ветер довольно сильный, но они не знали, будет торнадо сформировано или не будет сформировано, и, скорее всего, это было в той зоне, в которой периодически происходит торнадо, и они ожидали то, что все эти кучевые облака с огромным ветром, скорее всего, в какой-то момент выльются в торнадо. Но суть в том, что они записали на видео формирование, блин, я не знаю, сколько там этих торнадо, штук 6 было на видео видно, потому что вот эти кучевые облака в какой-то момент вот так спустились и превратились в торнадо, и это все просто ужасно, и они оказались в центре всего этого шторма с сформированными маленькими торнадо разными. Это вообще, конечно, жесть. Самое потрясающее и захватывающее и невероятное это то, что на этом видео можно видеть, как формируется это торнадо. Можно видеть, как облако запускается и превращается в торнадо. Я оставлю вас наедине с этим видео, просто посмотрите. Look at it. Look at the sky. Look at the sky up there. You see it dropping? Yep. Oh, yeah. Oh, that's nice. Come down. Come on, baby. Oh, yeah. Look at that funnel. Hey, don't spill my soup. This will be making food. Эта жуткая видеосъемка производилась не из окна машины, а буквально человек стоял на улице при очень сильном ветре и снимал процесс формирования торнадо. Это не так жутко, как предыдущее видео, потому что в предыдущем видео там, торнадо другой мощности, но это все еще капец как жутко. Он стоит на улице с огромным сильным ветром, с дождем, и видно, как вот этот торнадо формируется. Следующая видеозапись — это видеозапись 2011 года, где на телевидении мужчина рассказывал про погоду, которая у них тогда происходила, и он говорит о том, что вот, очень сильно как будто торнадо ожидается, все такое, и в какой-то момент он понимает то, что торнадо гораздо сильнее, чем они изначально предполагали, и то, что торнадо не одно, а их будет несколько. Видео идет больше 9 часов, и это все видеозапись с телевидения, где человек рассказывал про изменения в погоде, чтобы люди понимали, что происходит у них в зоне, где они проживают, и это вообще просто... Я посмотрела все 9 часов этого видео, это very, very intense. Сила торнадо измеряется определенным образом. Есть торнадо, которые не сильные, есть более мощные и самые жуткие, капец, какие мощные торнадо, которые уничтожают вообще все
Согласно F-шкале, торнадо делится на классы от F0 до F5. При торнадо класса F0 ветер имеет скорость до 116 км в час. Он ломает старые деревья, сносит дымовые трубы и вывески, срывает, я не знаю, стулья, поднимает скамейки. При торнадо класса F1 ветер сильнее, до 180 км в час. Он срывает крыши, переворачивает автоприцепы, тащит автомобили. Некоторые деревья может вырвать с корнем и унести. Далее идут торнадо класса F2, F3, F4 и F5. Каждый из них сильнее и разрушительнее предыдущего. Мощь торнадо колоссальна. Он переворачивает тяжелые грузовики, срывает и коверкает железнодорожные мосты, подхватывает в воздух и швыряет в землю 10-тонные самолеты. Он также может втянуть в себя целое озеро, вместе со всей живностью, которая находится в этом озере, унести его за многие километры от того места, где оно раньше находилось. Также, помимо самого этого жуткого ветра, большую опасность вызывают и расшвыриваемые торнадо в разные стороны камни, ветки, деревья, конструкции. Просто чтобы вы понимали, в день, в который была вот эта вот трансляция погоды, было 22 торнадо мощностью F3, 11 торнадо мощностью F4 и 4 торнадо мощностью F5. Это просто колоссальная катастрофа, это просто ужасно. Все происходящее является историческим событием и абсолютно жутким происшествием. Это называется Super Outbreak 2011 года. Супер-вспышка. Супер-вспышка торнадо 2011 года была самой крупной, дорогостоящей и одной из самых смертоносных вспышек торнадо, которые когда-либо были зарегистрированы в США. Это происходило на юге, Среднем Западе, Северо-Востоке Соединенных Штатов с 25 по 28 апреля 2011 года и оставило после себя катастрофические разрушения. Более 175 торнадо обрушились на Алабаму, Миссисипи, Теннесси. Эти территории наиболее сильно пострадали, но также торнадо коснулись и других территорий Соединенных Штатов. Другие разрушительные торнадо произошли в Арканзасе, Джорджии, Кентукки, Луизиане, Нью-Йорке и Вирджинии. Причем штормы также затронули и другие штаты на юге и востоке Соединенных Штатов. В общей сложности Национальная метеорологическая служба и Управление по охране окружающей среды представительства Канады подтвердили 360 торнадо в 21 штате от Техаса до Нью-Йорка и до Южной Канады. Широко распространенные и разрушительные торнадо происходили в каждый день вспышки. 27 апреля стало самым активным днем с наибольшим количеством торнадо. 216 торнадо обрушились в этот день с полуночи до полуночи по Гринвичу. 4 торнадо был присвоен рейтинг F5, что является самым высоким показателем мощности торнадо. Обычно такие торнадо регистрируются не чаще, чем один раз в год. 9 часов всей этой телепередачи про погоду закончилась вечерними новостями, которые подвели итог о том, что 1000 людей погибло с тех пор, как началась вспышка торнадо. Если вдруг вы чувствуете какую-то гиперфиксацию на торнадо и что это все вообще вас напугало, но при этом заворожило или что-то в таком роде, можете посмотреть эту видеозапись. В описании к этому видео будут все видео, которые я показываю, и также ссылка на этот айсберг. Вы можете там посмотреть эту видеозапись, если вдруг вы хорошо знаете английский язык, и вам это интересно по какой-то причине. Это видео не является видеозаписью торнадо, но это видеоматериалы, связанные с торнадо непосредственно. Это происшествие с торнадо является самым ужасным событием, связанным с торнадо в американской истории. Этот человек, его зовут Джеймс Спен, он провел 9 часов в прямом эфире, говоря людям и держа их в курсе насчет состояния погоды на данный момент, на момент того, как все это происходило. Там есть несколько раз в этом видео, когда можно заметить, как даже он просто в шоке от того, насколько много таких мощных торнадо происходит, что он просто в ужасе и не знает, что сказать. Много раз за время всей этой онлайн-трансляции на телевидении он говорил людям то, что им нужно срочно уезжать, что им нужно спрятаться в укрытие, уехать и все такое. И это спасло очень много жизней многих людей, потому что эти все торнадо происходили на территории почти всей Америки, и людям нужно было уезжать срочно отовсюду, как можно дальше. Ну, то есть это очень напряженные видеоматериалы, связанные с торнадо, и это все просто ужасно. There it is. First tornado warning of the day. We're watching this storm, and again, that's got a TVS, and that will be approaching Pickens County in Alabama probably in about 40 minutes, and more than likely a warning will be required there. A tornado approaching Linden. If you are in Linden, in Marengo County, or Providence, or anywhere close, be in a safe place. We had loss of life down here in a big way April 15th around the communities of Octagon. And again, that's that violent circulation that is approaching Linden. This is a large multiple vortex tornado that is almost into downtown Tuscaloosa. And again, you should have been in your safe place 20 minutes ago. But if by chance you're hearing me at the last minute on the radio, get into a safe place right now.
Look at that. Goodness gracious. This will be a day that will go down in state history. And all you can do is pray for those people. The last time we had one like that in that part of town, one this big, was probably March 21st, 1932, even before my time. More than likely large hail, maybe the size of golf balls falling up in the hail core of this storm. And James, let me pass along this message. Just got to note that Pleasant View Baptist Church in Holly Pond, if you're in Holly Pond and you need to take shelter, you've got just a couple of minutes to get there. Pleasant View has a basement. You can go there. They've opened that up as a storm shelter. They have built a brand new facility there for situations like this. Wow. I've never seen that before. No. The significant tornado index is at 12.6 in Carrollton. Again, this is the county seat. This is US 82, and that's just amazing. A 15.3 significant tornado index. Again, the system is telling us that this could be a very large, dangerous tornado. And of course, we knew that coming into today. But another reminder to please take this seriously. And this is moving northeast about like that. So this is Barry, more than likely in Barry. Look at this thing, 17.5. I guess we'll see how high this thing goes. We thought that was a 0 to 10 scale. You know, what do you say? I mean, if this is a violent tornado, okay? All right, at 10:21, we are going to start ABC 3340 News at 10 o'clock. That starts now. Good evening, everyone. James, thank you and your weather team. You guys are amazing. I'm Dave Baird. And I'm Brenda LeDunn. Thank you for joining us tonight. Dozens of people are dead across Alabama. Tonight. Dozens of people are dead across Alabama. Dozens of people are dead across Alabama. Самое первая известная видеосъемка торнадо в Америке. Это видео, ссылка недоступна, видимо, оно удалено, но если вы просто в Ютубе наберете 1901 год торнадо футаж, то это будет то самое видео, которое я вам показала, потому что оно одно, не знаю, почему его удалили. Вот. This film and many others in this program were borrowed from Tom Grazoulis' collection of tornado videos. Следующее видео довольно орно начинается, потому что там вы можете видеть утку. Нет, не утка, это селезень. Он сидит и смотрит на этот торнадо. Но потом уже, когда начинается видеосъемка только непосредственно самого торнадо, то уже становится понятно, что это ужасающая, мерзкая, облачная, жуткая воронка в облаках просто огромная, и что это чертов торнадо, и это все так ужасно. Но вначале немного смешно про утку. Утка такая типа: я точно никуда не лечу. Или утка такая: что это вообще? Я точно никуда не лечу. Что это вообще? В этом видео уже вообще нет ничего забавного, и это просто ужасно, потому что это видео, на видео слышно эту орущую жуткую сирену, которая предупреждает о том, что чрезвычайное положение, именно предупреждает о том, что торнадо происходит. И на видео это торнадо мощностью F4. И я не понимаю, как вообще люди там живут. Я просто представить себе не могу. Если бы я вживую такое увидела... Я не знаю, у меня нет слов, это просто ужасная видеозапись. Я оставлю вас наедине с этой видеозаписью, чтобы вы осознали весь ужас происходящего и просто... I'm totally videotaping this shit. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. It's gonna hit the farm. It's going, it's hitting the freaking farmhouses. If it twists, if it turns, I gotta run. I'm still at it's going sideways, Megan, straight across the fucking field. It's hitting that fucking farm! Look at the fucking shit blowing!
If it twists, we're fucked. Holy cow. Anybody else seeing this? Oh my god, oh my god, oh my god. It's just missing it. Look at those people still driving next to it. You see that roof? Oh my god. Look at it! Look it! Oh, Jesus Christ. Save us. Oh, it's turning. Go take the rest of that water downstairs. Come back. Okay, don't. I'm not the only one. The second farm is gone. Но на самом деле самое стрёмное это то, что в конце этого видео можно видеть, как люди просто проходят мимо и такие смотрят на этот торнадо, и такие, блин, да, это, конечно, жесть, типа того. Но они недостаточно паникуют, как по мне. It's had to still have some electric to it. Something blew up over there. Oh, there's a cop going to the farm. Чаще всего торнадо бывает на территории Америки, тем не менее, следующее видео из Испании. Это торнадо, не просто торнадо, а это торнадо с пылью, возможно, песком. Не очень понятно, насколько оно далеко. Выглядит не так ужасающе, потому что оно не такое огромное, как другие торнадо, которые мы видели, которые произошли в Америке. Но это торнадо ужасает тем, что это, во-первых, пыльное или песчаное торнадо, и, во-вторых, то, что вы, смотря это видео, можете видеть какие-то странные вспышки. Либо это электричество, либо что-то обрываются какие-то провода, но это выглядит просто ужасно, потому что я бы скорее хотела оказаться в видео из Техаса с огромным торнадо на горизонте, чем вот рядом с этим торнадо, которое с пылью, песком и что-то там еще взрывается постоянно. Это просто выглядит очень стрёмно и ужасно. Я бы рядом с таким торнадо не хотела стоять точно. Està arrasant-se. Hòstia, menys mal que no he vingut, tio, cap aquí. Una neu, neure, jo... Jo quan aniré baix, obro la finestra, veig això... I això, hòstia, estic més bé, Hòstia. Què és això, tio? Ara va menys, sembla, no? Sí, sí. Ja t'ho fotran si va menys, ho he dit. Va signar cap aquí, els desgraciats. Llevan el cotxe, l'huracán. Al tanto que això rode, ¿Y el coche? Этот видео-айсберг просто огромный, поэтому я решила разделить это видео на 3 части. И поэтому это видео только с первыми 3 уровнями этого айсберга про торнадо. Я ненавижу и боюсь торнадо, и надеюсь, вы теперь тоже. Всем спасибо за просмотр, я надеюсь, это видео показалось вам интересным, надеюсь, оно вас не сильно напугало. Если вы знаете какой-то интересный факт про торнадо или, я не знаю, что-то, чем вам хочется поделиться касательно торнадо, смерчи и всего вот этого дела, можете написать в комментариях. Возможно, если мне захочется, я продолжу делать такие видео с айсбергами на интересующие меня темы, потому что это, ну не знаю, очень интересно. Мне вообще нравится смотреть всякие айсберги. Да, пишите в комментариях, если вам понравилось, может быть, я сделаю еще какой-то айсберг. Спасибо, всем пока! Подписывайтесь на канал. Можете также подписаться на мой Boosty канал, там тоже выходят всякие видео, но там больше каких-то странных видео, типа влогов на личные темы. Если вам такое интересно, можете подписаться, можете не подписываться.